поздороваться с портье, выбрать нужный лифт, их тут несколько, для разных этажей. Лифт дурацкий какой-то. И взмыть на 20 с лишним пролетов чикагского небоскреба в холостяцкую двушку с видом на озеро Мичиган. Чикагский ястреб Артемий Панарин угнездился здесь чуть больше месяца назад. Здесь гардеробная, вещей не так много, потому что взял один чемодан всего с собой. Когда не было стульев, еще не привезли, приходилось кушать стоя, но ничего. Здесь я сижу, релаксирую. Сразу видно, отчаянно не хватает заботливых женских рук. Холодильник полупустой. Есть, естественно, пельмени, которые я подъедаю потихоньку. На кухне все лаконично, по-спартански. Нож, вилка, ложка, чтобы много не мыть. Из развлечений диван, приставка и телевизор. Тут 50 пультов дали мне. Разбирался с ним неделю, наверное. Взяв в руки джойстик, шустрый дриблер второго звена Black Hawks мигом превращается в яростного тавгая. Есть. Добить, добить. Тащи, 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 тащи. Уиннер! 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 После драки Панарин кулаками не машет, а приглашает на крышу дома своего. С 36-го этажа вид еще краше. Правда, осмотреться в городе Артемий еще толком не успел. Там какой-то парк развлечений, небольших каких-то, и я на самом деле не знаю, не ходил туда ни разу. Будет время, обязательно схожу. Микрофон то и дело поскрипывает. Понятно, почему Чикаго называют городом ветров. Спускаемся обратно в квартиру. Есть вопрос, который любому русскому чикагцу невозможно не задать. Не пересматривал «Брат 2», который здесь снимался? Я вообще его не смотрел, блин. Мне надо посмотреть его, на самом деле, потому что все удивляются, почему не смотрел его. А зря. 15 лет назад Данила Багров бродил в культовом фильме теми же кварталами, что сейчас Артемий Панарин. Понять аборигенов тоже проще не стало. Панарину сейчас чуть что впору самому просить друга о помощи. Виктор, I need help. How's the English learning gone? Since you've been here? Вот. А вот ребята, которые в команде, они уже знают, что я там you good, you know good, и это я понимаю, и я уже чувствую себя, как будто я по-английски шпарю. С языком пока действительно туго, признается Артемий. Уроки только по скайпу, да и те нерегулярные, тренировки, перелеты, игры. Вдобавок, учить английский Панарину приходится с нуля. В школе ему преподавали язык Гетте и братьев Гримм. Дедушка отдал на немецкий язык меня, потому что ему кто-то сказал, что сейчас немецкий попрет. Потом я даже просто не мог подумать, что мне когда-то понадобится английский. Об НХЛ я не мечтал никогда, потому что я даже не мог представить. Зато с химией, особенно командной и особенно на льду, проблем нет. Партнеры по звену, по словам Артемия, понимают его с полувзгляда. Кен меня понимает. Все, пас мне дает. И сам Патрик Кейн, лидер и главная звезда чикагских ястребов, не нарадуется на нового одноклубника из России, который к тому же похож на него и внешне, и по манере игры. Может, он еще и не все понимает. Я ему жестами подсказываю, когда надо. Главное другое. Он понимает игру, а язык выучит. И все-таки лингвистический барьер потихоньку становится ниже. По крайней мере, голодным и холодным Панарин в Чикаго уже точно не останется. Здравствуйте, как ваши дела? Здравствуйте, хорошо. Чай черный, пожалуйста. Большой или маленький? Средний. Спасибо. Продавец за прилавком не сразу признала в посетителе с типично русским акцентом нападающего из любимого клуба. Извините, вы играете за ястребов? Да. Подпишите, пожалуйста, кружку. Хорошего сезона. Спасибо. За чаем спрашиваем у Артемия о его новой чикагской кличке Брэдман. По-русски булочник. Просто здесь есть сеть ресторанов или кафе. Панара Брэд, и тут Панара приехал. Естественно. Прилипло сразу же. Кстати, прозвище Артемия нравится не всем болельщикам. Спортивный интерес предлагает альтернативные варианты. Электроник, братец Иванушка,
Можно Иванушка Интернешнл. Подойдет и солнечный мальчик. Панаринская открытость, самоирония и полудетская лукавая, а иногда смущенная улыбка обезоруживают сразу. Правда, один раз это солнце все же ненадолго зашло за тучи, когда мы спросили Артемия про наступающий день рождения. А с кем тут отмечать-то? Как бы, ребята русские, все с семьями, там дети у них. Да и даже времени нету. Он, конечно, ни за что не признается, но мы сами почувствуем. Тоску по родине до нуля не заглушишь. Как не заменишь ежедневными звонками живого общения с тем, кто привел его в хоккей и переживает за него больше всех на свете. Дед Артемия, Владимир Ильич, не хотел отпускать внука за океан. Ему запомнился НХЛ, когда здесь играли прям реально здоровенные ребята и просто убивали у бортов там людей, и ему так вот он думает, что меня тут напополам сломают, и все, и поэтому он боялся, говорит, лучше останься в России, здесь все хорошо, туда-сюда. Есть шанс просто, ему не объяснить этого. Хочется просто расти и чего-то добиться просто большого, по-настоящему в этой жизни. Это не работа, как бы, если бы это была работа, я бы остался в России и заработал бы. В далеком Коркино, что под Челябинском, дед Панарина, Владимир Ильич Левин, личность известная. Фраза «я Левина видел» здесь носит почти такой же сакральный смысл, как и оригинал. Вот пойдешь на базар, я их не знаю, какие бабушки и дедушки, и они меня приветствуют и благодарят. И говорят, спасибо тебе за внуков. Но немногие знают, чего ему и жене стоило на своих плечах дотащить внука до взрослого хоккея и первых медалей. Торговали на рынке молоком и крутились на нескольких работах сразу, лишь бы отвезти и привезти Тему за 30 километров на тренировку и обратно. Мы сколачивали на бензин. А бензин в 6 дней в неделю мы катались, ездили в Челябинск. То нужно было в 6 часов утра уезжать. Его погрузишь, разбудишь, и он в машине у меня спал. Вытащили. Теперь чемпион мира среди молодежи и обладатель Кубка Гагарина показывает нам новый город, который он надеется покорить своей игрой. Мы подойдем к одной из главных городских достопримечательностей – Облачным вратам. И через нашу камеру Артемий обратится к тем, о ком он не переставал думать всю чикагскую осень, к своим, землякам из южноуральского Коркина. Дорогие коркинцы, я сейчас от вас далеко, но я никогда не забывал, откуда мои корни. Я играю за вас и за всю Россию. Смотрите хоккей. И кажется, по ту сторону океана, к востоку от Уральского хребта, его услышат и пришлют ответную передачу. Евгений Баламутенко, Денис Баринов и Дмитрий Осипов. Матч ТВ.